Слава Украине, приветствуем от Полонского. Ребята, давайте я в двух словах объясню, что происходит с Трампом и почему вот такая вот бешеная любовь к Путину и почему, ну, частично почему. Это не единственная причина, скажем так, которую я сейчас озвучу. Вот, но частичная причина любви Трампа к Путину, что, конечно же, деньги. Потому что за деньги Трамп готов абсолютно на все. Дил, сделка, да? Вот. А что происходит на самом деле, ребята? И почему Трамп себя таким вот паршивым образом ведет в Европе по отношению к союзникам? Почему он себя таким наипаршивейшим образом ведет себя по отношению к Украине? Все, друзья мои, довольно банально. Трамп хочет продавать российский газ в Европу. Да, смотрите, на сегодняшний день российский газ находится в полнейшем загоне и находится, как вам сказать, находится под санкциями. И его продавать в Европу практически невозможно. Что они надумали сделать? Вот что окружение Трампа хочет, собственно говоря, сотворить? Они делают следующим образом. Смотрите, Россия доставляет до определенной точки, до входа в Европейский Союз свой газ. Дальше он становится американским, этот газ. И в Европе в дальнейшем этот газ уже идет как американский. Американский газ, естественно, не под санкциями. Вот откуда любовь Трампа к Северному потоку. К Северному потоку-2. Вот откуда вот все заявления Трампа о том, что с Путиным они будут обсуждать не только прекращение огня, но и что? Дил, экономику. То есть вот что он хочет. Он, собственно говоря, хочет за спиной Украины, за спиной Евросоюза навязать Евросоюзу российский газ. А вы спросите, а что ж такое, американцы же должны продавать свой этот ЛНЖ-газ? Ну, дело в том, что, как оказалось, европейская цена американские компании не очень сильно устраивает, поэтому они как бы, не спешат продавать в Европу газ. Ну вот, что-то они, значит, больше зациклены на Азии в настоящий момент. И, собственно говоря, европейский как бы континент остается не задействован. Первый момент. Второй момент. Европа хотела закупать газ в Алжире и в Катаре. Что вы думаете? Американцы этому противодействуют. И что они делают? Фактически они лоббируют на сегодняшний день российский газ, который они уже считают, собственно говоря, своим. Большой привет Z-патриотам, кстати, российским, которые, я знаю, меня смотрят. Так вот, ваш газ дедушка Трамп уже считает своим газом и будет стричь купоны, будет стричь доллары, евро с каждого кубометра этого газа. Вот, собственно говоря, ради чего все это и делается. Смысл, еще раз говорю, очень прост. Российский газ становится американским газом резко. Американский газ продается в Европу. Америка стрижет деньги, забирает львиную долю прибыли с этого всего. Не Америка, а несколько олигархов, которые приближены к этому товарищу, к Трампу, да. То есть вот эти олигархи, они будут стричь бабло. Америка, конечно, увидит уши дохлого осла, и обычный американец, если он думает, что он хоть копейку с этого получит, но об этом даже смешно говорить. Вот. Но чудики, которые близки к Трампу, чудики, которые владеют ситуацией, то есть олигархи американские, да, то есть американские Ахметовы, Коломойские и так далее. Вот они получат свои бабки. Но не перепутайте, друзья мои, не перепутайте. Коррупция — это только в Украине.